Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую красоту маленьких божьих коровок. Они вяжутся невероятно легко, очень быстро. Первую вы свяжете минут за 10, а все последующие будете вязать уже за 5 минут, так как здесь 7 рядов, оформление очень минимальное. И расход пряжи тоже минимальный. По сантиметрам сейчас покажу. Божья коровка получается 5,5 сантиметров. Из нее можно сделать брелок. Вот берем карабинчик и цепляем его или сверху Божьей коровки, или там, где голова. Ну, там, где вам больше нравится его одевать. Эти Божьи коровки вяжутся без отрыва нити, ну, идет только смена нити, без пришивных деталей. Вот начинаем вязать с донышка, с черной пряжи, вывязываем голову, переходим на красную пряжу, вывязываем верх Божьей коровки, и основа готова. Остается только оформить. Это вот вышиваем несколько стежков, и ваш брелок готов. Давайте приступим к вывязыванию вот такой красоты. Для Божьей коровки я буду использовать пряжу двух цветов, черная и красная. В 100 граммах 120 метров. Это плюшевая пряжа. И возьму крючок 4 миллиметра. Начинаем вязать черной пряжей. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В конце второго ряда 12 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик прибавка. Таких 6 повторений. 1 столбик прибавка. Это первый раз. Столбик прибавка. Второе повторение. Столбик прибавка. Третье повторение. Столбик прибавка. Четвертое. Столбик прибавка. Пятое. И столбик прибавка. Шестое. В конце третьего ряда 18 столбиков. Переходим на четвертый ряд и сразу же будем вывязывать голову. Делаем 2 накида на крючок и провязываем этот столбик не до конца. Так вывязываем снова 2 накида, 4 или 5 столбиков. Провязали не до конца, это второй столбик, снова 2 накида. Это третий столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида и четвертый столбик. Я провязываю 4, можно и 5 столбиков. Теперь провязываем 4 петельки с крючка. Берем красную пряжу
И завершаем красной пряжей. Отрезаем черную ниточку, завязываем эти два хвостика, так прификсировали их. И теперь будем вязать красной пряжей. Далее нам нужно провязать 17 столбиков без накида и вяжем их за заднюю стенку петли в предыдущем ряду. Вот один столбик, вяжем только за заднюю стенку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Вместе с головой без изменения 18 столбиков. Теперь вяжем пятый ряд. В пятом ряду провязываем уже за 2 половинки столбика. Первый столбик вывязываем там, где была голова. 1. Все столбики без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. В пятом ряду 18 столбиков. Вяжем 6 ряд. В 6 ряду провязываем 1 столбик, убавка. Таких 6 повторений. 1 столбик, убавка, это второй раз, столбик, убавка, третий, столбик, убавка, четвертый, столбик, убавка, пятый, столбик, убавка, шестой. В конце 6 ряда 12 столбиков. На этом этапе берем наполнитель и наполняем наполнителем. Наполняем не очень плотно, для того, чтобы донышко вот было более плоским. И вяжем последний 7 ряд. Здесь нужно провязать 6 убавлений. 1, 2, 3, 4, 5 и последний 6 столбик. Теперь отрезаем ниточку. Еще берем немного наполнителя и дозаполняем. Теперь берем иголку и вот проходим за передние стенки каждого столбика. И так доходим до того момента, с которого мы начинали.
Теперь ниточку затягиваем. Прокалываем иголку в середину изделия. Спрятали дырочку, хвостик отрезаем. Теперь берем черную нитку. Я отрезала где-то сантиметров 30. И будем вышивать вот такую перемычку, так скажем. Прокалываем и выводим иголку там, где вот середина головы. Я оставляю небольшой хвостик для того, чтобы потом можно было красиво спрятать и нитку и надежно. Возвращаемся в это же место. Ниточку вот так подтянули. И здесь будем вышивать этой же ниткой черные точечки. Вот я делаю такие стежки. Ниточку так подтягиваем. Вот с одной стороны 4 штучки. И со второй стороны тоже вышиваю 4 штучки. Теперь ниточку возвращаю. Вот, смотрим так, чтобы через один столбик. И теперь эти два хвостика связываем и прячем вовнутрь изделия. И вот получилась такая божья коровка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!